что объединяет все мои профитные сделки. Вот все мои профитные сделки объединяет вот такая ситуация. Все, что мы делаем, торгуя на коррекции, ищем точку кульминации этой коррекции, где она завершится. Что будет для меня постоянным и визуальным сигналом. То есть постоянно я буду его видеть. Не просто я думаю, это, по-моему, все, конец коррекции. Нет. Многие так делают, трейдеры. По-моему, конец коррекции. Каждый раз пытаются угадать, где этот конец будет. Нет, мы здесь не угадываем. Мы четко видим. Вот точка кульминации коррекции. И посмотрите, что после этого произошло. Посмотрите, какой моментум, ни одной белой свечи, начиная вот отсюда с момента, да, пробой даже чуть раньше, все черные. И посмотрите, как рынок обвалился за это время. 200 пунктов, $2 цена прошла. Очень много. Из одного вот такого сигнала простого. Стрелочный, вершина, слабая вершина, пробой минимума. Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. В этом видео мы с вами разберем результаты торговли за текущую неделю. Вчера был заключительный день, четверг, сегодня биржи закрыты. И мы с вами сегодня поговорим о очень важной составляющей, которую нужно обязательно добавить в свою ежедневную рутину каждому из вас. И вот здесь я записал два ключевых вопроса. Каждый любящий свое дело и уважающий себя трейдер должен их себе задавать. Что общего между всеми моими убытками и что общего между всеми моими профитами за неделю, за месяц, за год и так далее. То есть чем больше этот отрезок, тем более объективный будет ваш ответ. Например, вот здесь я не дописал еще, но сейчас мы разберем это. Вот, например, что у меня общего между всеми моими лоссами. Да, давайте я запишу свой пример, потому что я прекрасно знаю, да, что общего. Первое – это время торговли. То есть если я торгую после 8 часов, как правило, Москвы, вечер имеется в виду, как правило, это приводит к лоссам. Статистически, да, бывают дни, когда это делает профит, но статистически это приводит к лоссам. Поэтому моя задача заканчивать трейдинг в 8 часов и не пересиживать. Это первое. Что еще может быть? Отсутствие дисциплины. То есть, когда я вмешиваюсь в сделки, то есть сам, да, что-то привношу, например, закрываюсь раньше, например, слишком близко передвигаю стоп. Да? То есть запишите, какие у вас причины, которые объединяют, да, ситуации, действия, которые объединяют все ваши убыточные сделки, то есть что приносит вам профиты в плане техники входа, в плане сигнала, то есть в плане рыночной ситуации, в плане того, что объединяет вот именно картинка лучшей вашей сделки, из чего она состоит. Так вы сможете потихоньку отбросить ситуации, на которые вы просто тратите энергию, но которые забирают деньги, и сосредоточиться на тех ситуациях, которые меньше требуют энергии, но приносят больше денег. Потому что лучшие сделки на рынке – это сделки, которые, очевидны. И большая часть худших сделок – это сделки, которые мы сами находим, именно в своей голове рисуем, притягиваем за уши, либо торопимся, либо испытываем FOMO, да, Fear of Missing Out, страх упустить эту возможность или ту или иную точку входа. Да, то есть какая конкретная ситуация? Вот, например, я могу по каждому сигналу для себя, да, определить лучшую ситуацию, да, откуда они приходят. Например, ротация бара, сейчас мы разберем сделки, которые были, лучше всего работает тогда, когда пробиваются мои часовые, да, H1, H4 уровни, либо если цена выходит из консолидации, либо выход, да, из консолидации, там, флета и так далее. Это лучшая среда, откуда приходят самые большие профиты, самые большие деньги статистически. А это не потому, что я так думаю, а статистически это так. Например, сигнал, связанный с паттерном. Откуда приходят самые лучшие сигналы, связанные с паттернами слабое дно, разворотное дно, сложное слабое дно. То есть привязать ситуацию к конкретному сигналу, потому что мы можем торговать тот же самый сигнал по тренду против тренда во флете, но могут быть совершенно разные результаты. Поэтому еще раз, что общего и психологически, и технически, и финансово. Например, я знаю, что общее между всеми моими убыточными сделками — это тогда, когда я вхожу в сделку, и у меня очень большой стоп получается, то чаще всего эта сделка не приводит к профиту. Вот бывают ситуации, когда ты видишь сигнал, но, допустим, в момент входа появился огромный
там бар, да, широкий бар, имеется в виду, там большая длинная свеча, да, и ты все равно нажимаешь buy, получается, что у тебя стоп за счет этого слишком большой, да, в результате такие сделки чаще всего либо нулевые, либо лоссы, либо совсем небольшие профиты. Это уже техническая сторона, да, там финансовая сторона, возможно, слишком высокий вы используете процент риска, и это каждый раз давит на вас, да, и в результате приводит к убыткам. То есть, возможно, следует его понизить. То есть масса вариантов, что может быть у вас как причины профитов, так и причин, которые приводят к потерям. Но вот эти два ключевых вопроса нужно обязательно себе задавать, и каждую там неделю, месяц, два, я не знаю, как часто вы торгуете, на каких таймфреймах, они вам сильно помогут отфильтровать вот эти ситуации, потому что ты каждый день приходишь на рынок, все равно накладывается, и порой глаз замыливается. А так ты немножко просыпаешься и можешь посмотреть на ситуацию более объективно, и обязательно брось на график свои сделки, возьми свои скрины и посмотри. То есть надо быть в этой ситуации максимально честным. Просто взять, да, не знаю, 30 лоссов самых больших. Это очень просто сделать из статистики и посмотреть, что их объединяет, что я делаю, в какое время я торгую, по каким паттернам я торгую. Какая-то по-любому между ними есть связь. Либо, может быть, я беру слишком большой объем после серии там профитов, и мне казалось, что все получается. Либо, наоборот, я беру большой объем в этот момент после там убыточных серий, или вдруг я там увидел какую-то возможность, и мне показалось, что можно взять больше. То есть, что объединяет в тот момент именно, да, что у вас было. Конечно, скрины в этом плане сильно помогают. Поэтому делайте это упражнение, и прям вы больше будете понимать о своем собственном трейдинге и о своих собственных действиях, нежели просто каждый раз приходить на рынок и открывать сделки. За эту неделю получилось примерно 700 с небольшим профита, баксов. Это 8-я прибыльная неделя подряд. Это нечто среднее между позапрошлой неделей, когда были сумасшедшие профиты, когда сумасшедшая была волатильность, и среднее между тем, что было на прошлой неделе, потому что задача прошлой недели была просто сохранить профит. Не сделать деньги, а сохранить. Если вы, кстати, не смотрели это видео, оно называется «Я бы просрал всю прибыль, если бы так делал». Обязательно посмотрите, потому что там я как раз разбираю моменты, почему вы и многие начинающие трейдеры сливают деньги. Одна из причин как раз в этом видео. Обязательно посмотрите, потому что задача не только сделать деньги, но и удержать профит. Да? Как часто было ты делал деньги, и в конце там недели все сливал, и за один день мог все слить, прибыль, которую ты набивал там за месяц, старался, все делал четко, и вдруг сорвался, вдруг что-то произошло, что-то тебя переключило, я не знаю, и все, и ты поплыл. Такое часто бывает. Поэтому сейчас мы с вами переходим к трейдам, к сделкам. Я вам покажу сигналы. Не так много было, очень такая спокойная, такая размеренная неделя, тем более она короткая в пятницу. Да, сегодня мы не торгуем, рынки закрыты. И еще раз напомню, это 8-я профитная неделя подряд с трейдерами, да, потому что большая часть сделок открыта была в закрытом чате. Если вы не участник чата, либо хотите подключиться и торговать по сигналам системы Cluster Trader, ссылка под этим видео, а сейчас мы переходим уже к конкретным сделкам. На этой неделе я торговал следующие инструменты. Это нефть, это евро, это фунт и это индекс NASDAQ. Давайте с NASDAQ начнем, да, потом нефть, евро, фунт. Индекс NASDAQ за неделю не сказать, что какой-то экстремальный профит. Мало сделок было, 272 бакса на 1360 пунктов, тоже объем небольшой, 0,2 лота. Давайте разберем несколько позиций. В частности, вот в понедельник. Вот основные деньги я сделал вот на этом моментуме. Всего лишь один моментум большой, да, который был по NASDAQ, ну, когда я участвовал, естественно, на этой неделе. Он пришел из моего самого сильного сигнала. Вот я говорил о том, да, чуть ранее, что объединяет все мои профитные сделки. Вот все мои профитные сделки объединяет вот такая ситуация. Да? Это область консолидации, это пробитие важных уровней максимумов предыдущих, в частности M15 здесь уровень мы видим, H1 уровень видим. То есть это важная предыдущая структура. То есть два критерия, да, цена выходит из консолидации, да, и мы видим пробой важных уровней поддержки сопротивления. Да, и вот здесь мы пробили, коррекция, раз, два, три, четыре
нисходящих свечей, ну не нисходящих, а черных имеется в виду, и затем мы видим белый бар. Этот сигнал называется ротация бара, изменение цвета свечи, пробой уровня, коррекция, ротация. В системе это называется SS3, кластер 3. Наши трейдеры обожают этот сигнал, потому что он психологически торгуется легче. Это не покупка на пробой, когда ты там быстро должен действовать, а здесь у тебя очень много времени. Пробили, ага, ты ждешь, как только у тебя появился черный бар, черная свеча, давайте я сделаю поближе. Таким образом, да, чтобы вам было видно. Вот оно движение. Импульсная волна, сила сигнала номер 1. Мы пробили уровень, да или нет? Да, абсолютно. Затем видим коррекцию. Да? Затем видим 1, 2, 3, 4 черных свечей. И мы ждем белый бар. Если пробой вверх, после черных должны появиться белые. Это образует кластер 3 buy. 3 условия на вход в рынок. Да? И затем видим бум, просто выстрел. Первый таргет. 32, 65, причем я просидел всю вот эту консолидацию. Здесь можно было еще добавить, прибавить, там где-нибудь здесь, например, войти. И практически самое экстримное вот этого движения. Потом была сумасшедшая коррекция, но после уже моей сессии, и вы смотрите, какой идеальный уже buy сигнал. Но это уже не имеет никакого значения, потому что это после торговой сессии. Вот это был самый существенный моментум, и один моментум я прозевал. Я не успел вот на этот sell, который у меня тоже должен был быть по ротации бара. И опять же таки выход из консолидации. Вот мы здесь в консолидации топтались, пробили, коррекция. Мы видим здесь первый черный бар после белых. Вот здесь белый первый, и мы начинаем отсчет. То есть появился белый бар. Мы знаем, что цена пробила вниз, начинается коррекция. Я уже говорил об этом в предыдущем видео. Все, что мы делаем, торгуя на коррекции, ищем точку кульминации этой коррекции, где она завершится. Что будет для меня постоянным и визуальным сигналом. То есть постоянно я буду его видеть. Не просто я думаю, это, по-моему, все, конец коррекции. Нет. Многие так делают, трейдеры. По-моему, конец коррекции. Каждый раз пытаются угадать, где этот конец будет. Нет, мы здесь не угадываем. Мы четко видим, вот точка кульминации коррекции. Это не значит, что 100% ты будешь всегда делать профит. Но этот сигнал появляется, у него есть тенденция появляться перед сильным движением, трендовым движением. Пробой уровня, коррекция, да, бывает коррекция глубокая, вот как здесь мы видим, да, 60, даже может быть чуть больше процентов, мы видим черный бар и просто сумасшедший моментум вниз. Но здесь я не участвовал, да, и когда ты пропускаешь какую-то сделку, у тебя прям ты так ищешь возможность как бы догнаться, да, как бы еще войти, где бы еще войти. И вот здесь появился потом снова черный бар, но я этот сигнал не принимал. Почему? Потому что мы стояли напротив очень важной структуры. Давайте я чуть уменьшу, покажу. Это было в онлайн-режиме с трейдерами. Внимание налево, предыдущая структура, часовая, 4-часовая, она здесь далеко, но она стратегически очень-очень важная, потому что после того, как рынок пробил, как пушка выстрелил, и цена пришла ретестить эту зону. Цена пришла ретестить эту зону. И я сказал, отлично, если у меня сформируется здесь паттерн, я куплю. Да? Вот здесь, обратите внимание, сюда вниз. Сейчас я возьму инструмент для рисования. Вот сюда, внимание. Стрелочный, дно, пробой дна. Но я не успел здесь войти, потому что у меня были какие-то там сложности с платформой в этот момент в прямом эфире. И как только я все там перезагрузил, стало лучше. И вошел вот здесь, в районе пробоя уже, да, вот этого максимума, плюс 36, плюс 36 пунктов. То есть вот таким образом, да, мы можем с вами капитализироваться и на трендовых движениях, или на движениях, когда рынок дошел до какой-то структуры, да, важно, и может отбиться. В частности, используем вот эти паттерны. Это называется кластер 3 buy. Стрелочный, реакция, пробой. Кто у нас купил здесь, конечно, взял гораздо больше профит, и первый таргет был достигнут, потому что здесь мой первый таргет не был достигнут. Я вышел здесь по трейлингу, потому что как только я нажимаю buy, моя позиция двигается вслед за ценой по волатильности. Да. Затем у меня появился sell сигнал против этой позиции. Да, стрелочный, слабая вершина, пробой лоу, я здесь продаю, да, и получаю небольшой лосс с трейлингом, да, минус 18 здесь. И по этому рынку на тот день все. Но единственный сигнал, да, который, конечно, нужно брать, нельзя такие пропускать, потому что эти сигналы за короткий отрезок, посмотрите, мы прошли 120 пунктов, чудовищное движение. Если здесь мы, грубо говоря, тоже имели сигнал на восстановление, и мы прошли в импульсе, да, там 50-60 пунктов, здесь за гораздо меньший, да, промежуток времени мы прошли намного, в 2 раза больше. Да.
То есть вот это очень важно, потому что ротация бара – это сигнал кульминации коррекции чаще всего. То есть когда мы видим бум, да, сильный выстрел, идем дальше, следующий день. Не было много трейда, вот, например, это какой день? 8 апреля. Да? Пробой уровня, коррекция, белый бар, и, посмотрите, буквально тик в тик рынок задевает, здесь ручной стоп был, рынок задевает меня, минус 18 пунктов и больше, да, здесь никаких сделок, идем дальше. Следующий трейд здесь, пробой уровня, коррекция, белый бар, я покупаю, рынок дернулся, покрутился, и по трейдингу я вышел. Вот это очень важный момент. Вот давайте здесь немножко остановимся, потому что это позволяет трейдерам быть как можно дольше, да, и в психологическом, и в финансовом плане, да, на плаву, можно сказать. Как только ты входишь в позицию, что может произойти? Два варианта, да? Либо рынок пойдет туда, либо рынок пойдет сюда. Но бывает такое, что ты покупаешь, рынок идет в твою сторону и начинает, да, флетить. То есть нет продолжения движения. И как в этой ситуации? У тебя есть два варианта. Если твой стоп за минимумом, да, коррекции, то есть вот здесь у нас минимум коррекции, то ты можешь ничего не делать. Здесь у тебя стоп, и вот у тебя тейк, и дойдет, нет, да, это хорошее решение. Но как мы можем сократить количество ситуаций с полным стоп-лоссом, когда, допустим, цена немножко дернулась в нашу сторону, но не пошла дальше? Использовать трейлинг стоп. То есть таким образом я выхожу не по полному лоссу, как здесь, а, допустим, там, на 18 пунктов, 20 пунктов его сокращаю, здесь примерно 60-70% от изначального стоп-лосса. Понимаете, да? То есть фишка в том, что, используя трейлинг стоп, мы локируемся в прибыли, либо сокращаем риски на случай, если цена не идет в нашу сторону. Потом у меня была еще одна сделка, но я ее здесь не считал, ее нет в статистике. Если ее сюда прибавить, то это будет уже поболее, да, это будет где-то 300-350 баксов. Но я ее не считал, потому что она за пределами временной зоны, хотя это идеальный технический трейд, пробой уровня, коррекции, но это поздний трейд, я его не учитывал в общей даже массе. Ладно, идем дальше. Следующий актив WTI, нефть. Здесь было очень мало трейдов, я уже, по-моему, даже их разбирал. Да, мы с вами смотрели на эти сделки в предыдущем видео, но коротко. Стрелочный, вот здесь, внимание сюда. То есть это ситуация, вот, которую я сейчас, про которую буду говорить, вот здесь, это ситуация для торговли в условиях флета, консолидации, коррекции глубокой, восстановления рынка и так далее. Идеальная комбинация, потому что ротация бара трендовый сигнал, а этот флетовый сигнал. И вот посмотрите, что здесь происходило. Стрелочный, вершина, идеально симметрично, это все делает автоматика. Я ничего не делаю в плане сигналов, я не определяю сам сигнал, я не ищу там уровни, я их просто вижу на графике, потому что все рисуется, стрелочные, вершины, уровни, паттерны, все автоматически. И вот это, кстати, на мой взгляд, особенно если вы дейтрейдер, самый главный момент. То есть ты можешь переключить все свое внимание не на то, ой, а где мой сигнал, где мой уровень, если у меня там, все ли у меня там сошлось, а переключить все свое внимание на исполнение сделки. Ты постоянно видишь одни и те же картинки, и все, что тебе нужно, сопоставить. Вот этот паттерн, например, да, стрелочный ДВ появился где у меня? Напротив уровня, или мы не дошли до уровня? Если мы не дошли до уровня, то это агрессивная сделка на продажу. Мы не протестировали часовой уровень, который у меня здесь проходит слева. Да или нет? Нет, абсолютно, мы не дошли. Раз мы не дошли, это агрессивный сигнал на sell, который называется SS3. Стрелочный, вы видите это, да. Вершину видите, да. Пробой минимум паттерна видите, да. Это называется кластер 3 sell. 3 условия. Если бы мы протестировали уровень, и затем появилась вся эта комбинация, это была бы SS4, классическая наша комбинация, которую трейдеры очень-очень активно торгует, она консервативная, то есть больше условий, больше фильтров и меньше активности, потому что порой начинающие перебарщивают с активностью в своих сделках и в результате находят их там, где их просто нет. Поэтому вы можете сфокусироваться только на исполнении. Ага, мне автоматика нарисовала, я увидел пробой, что дальше? Вам даже не нужно фокусироваться, опять же таки, я сейчас говорю про версию, где есть автоматика, то есть автоматическое управление, позиции, автоматические паттерны в системе класс
MasterTrader. А после входа мне даже не нужно думать о том, где мои тейки будут, где мой стоп, какой объем, сколько процентов, потому что я задаю это в автоматике. То есть всю свою энергию я могу посвятить именно на качество исполнения. Вот дальше, посмотрите, начал формироваться моментум, рынок повалился, мы пробили. Первая коррекция, я здесь как раз выхожу, 45.37, и вот она ротация бара уже. И затем контртрендовый сигнал против этого движения, стрелочное дно, пробой максимума паттерна. Один в один, только вот этот сигнал в условиях флета неопределенности, это сигнал против, очевидно, нисходящего движения. Мы видим, каждый раз цена делает более низкий лоу, пробивая ближайшие уровни. Здесь мы видим 15-минутную зону поддержки. Это контртрендовый. Мы видим, какой выстрел, но я не торгую против движения. Да, в частности, когда вижу пробой сразу нескольких уровней, здесь мы видим еще пробой был часового уровня со старшего таймфрейма. Но тем не менее, мы видим тоже выстрел. То есть эти паттерны могут применяться как в неопределенности, так и в контртренде. Ротация бара, трендовый сигнал. То есть вы фокусируетесь еще раз на качестве исполнения. Давайте посмотрим следующий день. Следующий день я пропустил парочку сигналов, честно вам скажу. Тоже вот я как раз, это был тот день, когда у меня какие-то там сложности были с терминалом. Потом все окей, просто надо было обновить компьютер, да, потому что на компьютере было, последний раз я обновление устанавливал там несколько месяцев назад, и он постоянно просил обновиться, я постоянно откладывал, да, как обычно, отложить, они накапливаются, и компьютер просто начинает тормозить, да, поэтому после обновления все стало ок. И следующий сигнал, вот здесь мы видим, да, пробой уровня, тоже следующий день, 7 апреля, коррекция, да, снова черный бар, sell, да, и выход из позиции в районе 8 пунктов, да, 8,8 пунктов. И затем я пропустил вот этот сигнал, который, собственно говоря, мог вообще изменить неделю и принести там не 700-800, а 1,5, может быть. Посмотрите сюда, стрелочный, вершина, да, мы ушли чуть выше, сформировали здесь слабую вершину, да, и затем мы видим пробой, закрытие ниже минимум паттерн, то, что мы торговали до этого, я вам показывал. Да, и посмотрите, что после этого произошло. Посмотрите, какой моментум, ни одной белой свечи, начиная вот отсюда с момента, да, пробой даже чуть раньше, все черные, и посмотрите, как рынок обвалился за это время. 200 пунктов, $2 цена прошла, очень много, из одного вот такого сигнала простого, стрелочный, вершина, слабая вершина, пробой минимума, и просто пробой уровня, пробой, здесь еще можно доливаться дальше, да? То есть вот такие трендовые движения, как мы видели по NASDAQ и как мы видели по WTI, делают кассу. Вот про что я говорил в начале, 10-20%. 15% движений будут делать кассу. Твоя задача просто исполнять, не отвлекаться ни на что. Не думать о том, где твои тейк-профиты, стоп-лоссы, потому что, ну, я сейчас про себя говорю преимущественно, и для тех, кто у нас с премиум-версией работает, да, трейдеры в закрытом чате, все, что нужно делать, исполнять. Да, все дальше сделать автоматикой. И потом ты можешь зайти в настройки, подрегулировать что-то, если, допустим, считаешь, что там можно поплотнее стоп двигать. То есть ты можешь использовать измеримые параметры в своей торговле и реально управлять ими. То есть иметь, да, определенное преимущество, а не просто ты не будешь знать, почему ты вошел там, почему ты вышел здесь, где у тебя стоп-лосс, если ты входишь эмоционально каждый раз, либо по своему ощущению. Но если ты входишь с четкими настройками здесь, ты можешь их модифицировать, то есть ты имеешь преимущество, ты осознанно подходишь к этому процессу. Очень-очень важно. Давайте дальше. Идем. Следующий трейд. Следующего трейда не было, хотя здесь тоже куча сигналов было, я что-то как-то профукал этот день, на 8 апреля, по W стрелочный, мы видим вершину, пробой лоу, то же самое, что мы видели, обвалились, потом стрелочный, разворотная вершина, пробой лоу, ушли, потом мы видим разворотное дно, то есть посмотрите, да, за короткий отрезок куча, но я нигде не участвовал, как ни странно, вот, ну, единственный такой мощный квалифицированный сигнал здесь мы видим, да, ложный пробой классический. Здесь мы видим в воздухе, то есть вне уровня. Здесь мы видим в воздухе вне уровня. То есть это агрессивные сделки. Это консервативно, потому что все действие происходит возле ключевого уровня со старшего таймфрейма, 15-минутной зоны. Я знаю, какой уровень какой. Это 15 минут. Если я наведу сюда, я увижу, это часовой уровень поддержки, там 4-часовой. То есть я могу все это настроить внутри системы, поставить уровни, и вы меня часто спрашиваете, а как это настроить и какие настройки системы. На самом деле настройки, которые отвечают за окраску свечей, за стрелочные, они все скрыты, и их нельзя регулировать, ни я, ни кто другой не может это делать. И не нужно, потому что это самые лучшие настройки, к которым мы пришли путем многотысячных повторений, тестирований, да, в результате чего мы
просто скрыли эти настройки, чтобы у трейдера не возникало желания их регулировать. Так вот, если мы зайдем в раздел уровней поддержки сопротивления, то мы увидим с вами, да, вот эти период 1, период 2, период 3, период 4, это как раз слоты. То есть мы можем добавить на наш таймфрейм, навесить, да, можно сказать, уровни с других таймфреймов, чтобы не листать график, чтобы не перепрыгивать, не смотреть, где там уровень, а видеть все важные зоны перед своим носом. Здесь мы можем и толщину, и, я не знаю, цвета отрегулировать, и зоны можем расширить, сузить. Там, если нам кажется, что зона очень узкая, чтобы больше иметь пространства, можем поставить не 15 здесь, можем поставить здесь 30, допустим. Если мы хотим эти зоны закрасить, там, чтобы они еще ярче были, мы можем их закрасить. Если мы хотим просто оставить линии, мы можем оставить линии, чтобы не было. То есть масса вариантов, что мы можем делать, чтобы визуально, да, использовать визуальную информацию для своих решений. Да, то же самое касается цветов и так далее. Единственное, какие настройки доступны для модификации, это настройки премиум версии паттернов, автопаттернов. То есть вот эти настройки: слабая вершина, слабое дно, двойная вершина, двойное дно, сложная слабая вершина, сложное слабое дно, разворотная вершина, разворотное дно, они отвечают за вот эти паттерны. То есть автоматика рисует здесь сама, и мы уже видим, по большому счету, трейд. Наша задача посмотреть, где уровень, напротив, цена пробила этот уровень. То есть после пробоя появился паттерн, или паттерн появился там в центре консолидации, или цена тестирует уровень, а потом появился паттерн. Это разные вещи, да, потому что, сейчас нажмем ОК, эти наши зоны расширились, я нажал ОК, зона стала огромной. Да. Вот здесь, например, мы пробили уровень перед паттерном, да или нет, вот здесь, давайте поближе, вот здесь, пробили мы уровень, абсолютно, 100% пробой уровень, но бывает такое, что цена не пробила уровень и тестирует, это отбой уже, то есть это другой трейд, да, и наша задача просто принять решение, и в методичке это есть. Это, например, классическая комбинация из нашей методички ложный пробой, это классическая комбинация SS3 без уровня, да? То есть если нет уровня, агрессивно входишь в сделку, вот таким образом. То есть ты торгуешь вокруг визуальной информации, то есть которая измерима. Итого, что получилось? Давайте посмотрим. Еще раз, объемы очень у меня небольшие на этой неделе. На 1290 пунктов, 0,1. Да? Объем 193 бакса. Но опять же таки, вроде по чуть-чуть, но это достаточно быстро, да, набирает обороты, копится, то есть они... пирамидка такая, да? Там чуть-чуть и нормально так. Еще раз, можно увеличить, конечно, и цифра, допустим, если торгую объем в один лот, 1200 баксов, а только нефть и только вот эти 3-4 сделки. Понятно, да? И то два трейда, точнее один трейд большой я пропустил. И два инструмента у нас осталось, фунт-доллар. Давайте его тоже посмотрим. Здесь тоже ничего такой какой-то избыточной активности не было. Большая часть сделок с трейдерами открывалась. Так, что у нас здесь? Пробой уровня мы видим, да, здесь коррекция, белый, черный бар sell, 18-20 пунктов, но это классический наш трейд. Потом мы видим разворотное дно, то есть в условиях, когда рынок падает, восстанавливается, потому что если мы посмотрим с вами налево, до этого был сильный импульс наверх, потом рынок чуть скорректировался, пошел на более глубокую коррекцию, разворотное дно. Здесь мы видим дно на отбой, здесь мы видим контртрендовый паттерн. Да, здесь мы видим паттерн на пробой. То есть посмотрите, какие разные вариации. Мы можем торговать в любых условиях. На разворот, на пробой, на отбой, используя только вот эти паттерны. Это дает нам гибкость в момент принятия решений, потому что мы не зацикливаемся только на одном сценарии. Да, что если это вершина, sell. Почему? Если это вершина, наоборот, buy. Если мы перед этим пробили уровень и еще пробили high паттерна. Но если мы пробили low паттерна, да, то это ложный пробой. Вот таким образом. Понятно, да? Очень-очень важно. Давайте идем дальше. Здесь у нас следующий день. Пробой уровня, коррекция, ротация бара. Один в один трейд, который был до этого. И вот про что я говорил. Да, изначально мой стоп вот здесь. Да, за счет трейлинга мне удалось сократить, да, в разы риски. То же самое здесь следующий трейд. Снова пробой уже агрессивный, пробили. То есть уже от этого импульса мы видим коррекцию. Коррекция глубокая. Да, я своим новеньким трейдерам говорю,
не торгуйте слишком глубокие коррекции. Я не говорю, что я идеальный, что я всегда так торгую четко. Нет, конечно. Мы видим здесь, что рынок скорректировался примерно на 80, может быть, даже 85% от вот этого движения. И нужно быть повнимательнее, да, просто стараться либо таки не торговать, либо, опять же, как у меня, использовать трейлинг стоп-лосс, потому что изначальный стоп был шире, затем он подвинулся, да, и в результате я сократил объем лосса, да, изначально минус 10, и потом следующая сделка тоже, которую мы наблюдали, это вот как раз сделка на восстановление рынка. Мы видим стрелочный, мы видим дно, потом сложное слабое дно, пробой максимум паттерна, лонг, да, и здесь мы видим плюс 15, плюс 15, плюс 5 пунктов. Чуть ранее мы видели разворотную вершину, стрелочная реакция, разворотная вершина, пробой лоу, контртренд. Смотрите, сколько паттернов, да, снова паттерн чуть позже, да, здесь мы видим паттерн. То есть мы можем, видя паттерн, смотреть, где он появился. Возле уровня. Может быть, цена прям под уровнем. Вот здесь, например, мы видим двойное дно, вроде покупка, да, но видим впереди уровень. Логично покупать? Абсолютно нет. То есть ты покупаешь на экстремах сопротивления. За исключением, если это не моментум трейд, когда ты торгуешь на пробой. Это отдельная история. Итого 36, 0,3, плюс 108 здесь. Но опять-таки очень мало трейдов. Плюс еще пятница, да, у нас вылетает из списка. И заключительный инструмент, который у меня был. Так, здесь прям коротко, тоже я, по-моему, пробегался уже. Здесь пробой уровня, коррекция, черный бар sell, плюс 9, плюс 4. Потом у меня была здесь сделка, это нулевой трейд. Я его тоже о нем говорил в предыдущем видео. Затем стрелочный дно. Вот посмотрите, да, опять агрессивный трейд. Здесь агрессивный трейд, это не значит, что его обязательно надо торговать, ты можешь его пропустить. Стрелочный дно, пробой максимум дна, бум, да, обратно. То есть нет уровня никакого здесь. Следующий мы видим стрелочный, вершина разворотная, пробили минимум, sell, да, хотя здесь нет, здесь двойная, здесь не разворотная, двойная вершина sell, здесь плюс 10, плюс 3. Так, и что у нас еще? 7 число. 7 числа тоже был трейд, пробой уровня, коррекция, ротация бара sell. Опять же таки, мои изначальные стоп-лоссы были здесь, да, и посмотрите, они на процентов 30 сократились. То есть вот это самая главная задача трейдера. Это происходит автоматически за счет трейлинга. То есть если я вошел в сделку вот здесь, и рынок дергается в мою сторону, стоп-лосс ползет потихоньку. Да? Потому что моя задача ловить моментум. Если сразу не пошло, редко, да, там, ну, процентов, может, 10 ситуаций, когда потом валится дико, жутко, но тогда можно перезайти в позицию. Да? Поэтому здесь минус 7, и в принципе, здесь все. Идем дальше. Следующий день. Следующий день это у нас какой у нас день был? Это у нас 8 апреля. То же самое, посмотрите, агрессивная покупка. Стрелочный дно, пробой дна. Мы с трейдерами этот момент обсуждали. Вблизи уровень, да, очень-очень агрессивный трейд. Рынок дернулся, и потом по трейлингу изначальный стоп был здесь. Опять сократил риски. Минус 4, минус 4. Вот это важно. Еще раз, когда не идет, ты сокращаешь риски. Когда идет, ты просто находишься в этом тренде. Дальше. Даже паттерны. Сегодня спит рынок. Сложная, слабая вершина. Хотите, посмотрим, что там появилось. Дальше идем стрелочный. Здесь разворотное дно, пробили максимум этого паттерна, buy, плюс 10, и второй по трейлингу, потом разворотная вершина, здесь я не участвовал, да, и в принципе все. Еще один был крупный трейд, профит. Вот как раз откуда приходят самые большие профиты, да, из условий, когда цена пробивает несколько уровней со старшего таймфрейма. Вот сюда посмотрите, то, что мы видели по NASDAQ с вами, да? Вот здесь, видите, H4, H1 уровни мы пробили, да, я это вижу 100%. Потом я вижу коррекцию, первый черный бар, затем белый, вход, да, где бум, тут же моментум, за короткое время, да, большое движение. Здесь первый take profit, второй по трейлингу я вышел здесь. Еще раз, давайте внимательно посмотрим на последовательность событий. Еще раз, мы всегда с трейдерами работаем от левого края до правого и репетируем это каждый день одно и то же в закрытом чате на онлайн-торговле, прорабатывая сделки. То есть не просто мы смотрим там на те трейды, которые были, а на живые трейды. То есть вы пропускаете весь этот процесс через себя. Пробили, да, 100%. Затем мы видим, рынок стал восстанавливаться после пробоя. Первый, какой бар? Черный. Видим 1, 2, 3, 4 свечи черных, затем первый белый. Вот здесь видим или нет? Да. То есть от левого к правому краю всегда одинаковая последовательность. То есть не такой, ой, а что мне делать, какой у меня сигнал, где, когда входить? Нет. Пробой.
коррекция, ротация, пробой, коррекция, SS3, да, 3 условия, buy, первый take и второй по трейлингу. Я вышел здесь плюс 19, да, и плюс 15. Потом мы видели кучу мелких паттернов, дно, вершина, снова здесь вершина, да, и рынок флетил. Итого 28, 280, 0,4, 140. Суммарно за неделю 713. Плюс, если мы все-таки прибавим NASDAQ, это будет где-то 800, там, может быть, где-то 800 плюс-минус, но не будем этого делать, да, потому что это за пределами моей торговой сессии. В общем, вот такая торговой недели. Если вы хотите подключиться в закрытый чат и торговать по сигналам системы Cluster Trader системно, последовательно, понимая, осознавая, что вы делаете, и фокусируясь на действительно качественных, квалифицированных сигналах, то добро пожаловать. Ссылка под этим видео. Всего доброго и до встречи. Пока.